Здравствуйте, дорогие овны! Добро пожаловать на канал. Меня зовут Виктор Ферман, а это ваш астрологический прогноз на апрель 2025 года. Интересный будет достаточно месяц. Планета Меркурий и Венера разворачиваются и будут приносить в нашу жизнь. Кому-то деньги, кому-то любовь, кому-то новых друзей и знакомства. Поэтому давайте скорее обсудим подробности. Наливайте вкусный чай или кофе, подписывайтесь на канал и обязательно пишите комментарии. Благодаря вашим комментариям видео продвигается. Мы начинаем. 7 апреля планета Меркурий разворачивается и вступает в свое прямое движение в вашем 12 доме гороскопа. Во-первых, планета Меркурий символизирует у нас общение, контакты, связи. Поэтому кто-то к вам вернется в вашу жизнь, дорогие овны, кто-то из прошлого. 12 дом символизирует наше прошлое. То, что мы уже прожили, там, где мы поставили точку. Поэтому старые друзья, бывшие знакомые, бывшие коллеги со старой работы или дальние родственники, с которыми вы по каким-то причинам не общаетесь, они могут к вам вернуться в жизнь. Или вы захотите кому-то написать, с кем-то встретиться, с людьми из вашего прошлого. Планета Меркурий отвечает за поездки, поэтому здесь хороший период для того, чтобы уезжать куда-то для уединения. Если вы устали или вы сейчас планируете отпуск, то это хороший период после 7 числа уезжать куда-то за город, на дачу, в какой-то санаторий, в дом отдыха, только чтобы восполнить свои внутренние ресурсы. 12 дом символизирует наш внутренний мир, и вам нужно будет немножечко сделать такую паузу, передышку, и у вас это получится в апреле, если вы поставите это в приоритете. Еще планета Меркурий отвечает за обучение. Это хорошее время, чтобы обучаться психологии, читать какие-то книги, изучать все, что связано с музыкой, с искусством. 12 дом символизирует искусство. Записываться на какие-то занятия, как йога, медитация. Это все пойдет вам на пользу, дорогие мои. Еще что хочется сказать. После 7 числа можно решить вопросы, связанные с транспортом, с автомобилем, к примеру. И, возможно, вы либо вернетесь к какой-то идее, может быть, вы хотели купить машину, но откладывали. Вот после 7 числа вы сможете вернуться к этой идее. Или ремонт машины вы затевали и можете вернуться тоже к этому. Вообще, хороший еще период для того, чтобы закрывать какие-то сделки. Меркурий символизирует у нас купли-продажи, а 12 дом – это завершение чего-то. То есть нужно будет после 7 числа с кем-то встретиться, о чем-то поговорить, чтобы закрыть какую-то проблему, какой-то проект. У вас это получится, дорогие овны. Далее, планета Венера 13 апреля тоже разворачивается и вслед за Меркурием будет идти в своем прямом движение, тоже в 12 доме гороскопа. И здесь после 13 апреля ждите какие-то финансы, какие-то выплаты. Это могут быть премии, это могут быть какие-то субсидии, дотации, это может быть заработная плата в том числе, или оплата за вашу предыдущую работу. Может быть, вы проект закрыли в марте, и только вот после 13 числа вы получите за это выплаты. Либо вам вернут долги, потому что Венера в 12 доме, все, что связано с прошлого, вот люди какие-то могут вам что-то вернуть после 13 числа. Еще планета Венера, конечно же, символизирует у нас любовь, дорогие овны, поэтому, скорее всего, к вам вернутся бывшие партнеры. Либо вы захотите встретиться с вашим бывшим мужем или с бывшей женой, что-то поговорить, что-то обсудить, может подтянуть обратно к человеку, с которым вы расстались. Либо вы будете смотреть в интернете, за кем-то следить, за вашим бывшим партнером, изучать его жизнь, как он живет, чем он занимается. Но еще также это хороший период для того, чтобы понять себя в любовных темах. То есть, люблю я человека или не люблю, нужно ставить точку, или нужно дать второй шанс, или мы вместе, или мы разъезжаемся. Это тоже будет очень актуально для некоторых овнов после 13 числа. 12 дом символизирует либо завершение какого-то цикла вашей жизни, в данном случае в любовных каких-то сферах, нужно будет поставить какие-то точки над «и». У вас это тоже получится, дорогие мои. Ну, еще что хочется сказать. Планета Венера – это планета подарков, поэтому кто-то из прошлого может вам какой-то презент подарить, какой-то сюрприз сделать. Так что будьте готовы к тому, что кто-то вам что-то подарит после 13 апреля, дорогие мои. Далее, 16 апреля планета Меркурий меняет свой знак, переходит в ваш знак зодиака, дорогие овны, в первый дом гороскопа, а это больше контактов, больше общения, звонков, переписок.
вами заинтересуются, вас будут куда-то приглашать, звать в гости. Без вас многие люди не справятся в каких-то сферах жизни, поэтому, условно, знаете, вы будете на расхват. Затем это хороший период для того, чтобы обучаться чему-то новому, дорогие овны. Если вы планировали куда-то поступить, какие-то курсы приобрести, повысить квалификацию, то Меркурий поможет вам выбрать наконец-то свою стезю, можно сказать. Потому что первый дом гороскопа отвечает за наши внутренние таланты, за наши внутренние способности, которые даны нам от природы. И если после 16 числа вы все-таки возьмете себя в руки и скажете: все, я хочу изучить новую профессию, у вас получится. У вас получится найти и учебное какое-то заведение, и людей, и учителей. Все у вас получится после 16 числа, если у вас есть сейчас такой запрос. Еще хорошее время для того, чтобы покупать автомобиль. Весь март нельзя было это делать, потому что две ретроградные планеты были, Венера и Меркурий, а сейчас обе планеты прямые. После 16 числа уже можно продавать, покупать автомобиль, недвижимость, драгоценности. Поэтому можете себя чем-то порадовать, если все-таки планировали какие-то покупки. После 16 числа они будут более удачные. Еще что хочется сказать. Хорошее время для того, чтобы общаться с братом или сестрой, потому что Меркурий символизирует брата или сестру, какие-то вопросы решать, документы какие-то подписывать. Вы можете получить какие-то новости от сестры или от брата. Или какие-то посылки, которые вы заказывали, вы можете получить тоже в этот период. Но в любом случае Меркурий в вашем знаке зодиака дает вам возможность договориться с кем-то, выйти на какую-то дипломатию, что-то кому-то объяснить. Поэтому вы найдете нужные слова. Если вдруг у вас есть сейчас такой запрос сформируется к этому времени, что нужно с кем-то встретиться, что-то обсудить, заключить какую-то сделку, у вас все получится. Дорогие овны, я за вас держу кулачки, Меркурий вам поможет. Далее. 18 апреля планета Марс, планета активных действий, который, так сказать, помогает нам двигаться вперед, переходит в ваш 5-й дом гороскопа. 5-й дом — это мой любимый дом. Кто давно смотрит мой канал, знает, что я люблю 5-й дом, потому что там спектр всяких сфер в нашей жизни подключается. Поэтому после 18 числа у вас появится активность, во-первых, в сфере, связанной с творчеством, с вашим хобби, с делом, от которого вы получаете удовольствие. Вы можете продвинуть это дело, вы можете больше вкладывать своих сил. Знаете, как будто не то что муза, а какой-то вот внутренний движок такой закрутится, и вы будете действовать. Вы поймете, что нужно что-то делать, нужно вкладывать, нужно показывать людям то, чем вы занимаетесь. Возможно, кто-то из овнов будет участвовать активно в каких-то мероприятиях, потому что 5-й дом символизирует у нас мероприятия, шоу, концерты, презентации. Вы можете быть неотъемлемой частью какого-то мероприятия после 18 числа. Без вас люди не справятся. Затем, что хочется сказать, 5-й дом, конечно, символизирует детей, поэтому с ними будет больше активности. Если они маленькие, вы можете с ними больше заниматься спортом или что-то посещать. Если они взрослые, то, возможно, вы будете им чем-то помогать, либо помогать в плане ремонт, может быть, кто-то из детей затеял, и вы будете помогать, или наоборот, звать к себе детей, чтобы они вам помогли сделать ремонт. Еще 5-й дом символизирует у нас собственный бизнес. Кто-то из овнов может прям зарядиться энергией, что все, открываю, делаю, рискую. У вас прям это получится. Почему? Потому что Марс управляет вашим знаком зодиака, и он дает вам энергию для того, чтобы двигаться, перестать думать, перестать мечтать, а уже воплощать свои мечты в реальность. Все, что касательно бизнеса, у вас может вот что-то зародиться. Либо какая-то идея, либо действительно вы возьмете себя в руки и скажете: все, хватит сидеть, надо что-то делать. Вот подумайте, действительно, может быть, давно уже пора работать на себя. Еще 5-й дом символизирует у нас, конечно, любовь, флирты, романы. И там тоже могут быть какие-то либо новые знакомства, либо вы дадите себе второй шанс пойти на свидание, или вы как-то будете сконцентрированы на этом после 18 числа, что все, не хочу быть один или не хочу быть одна, нужно что-то делать, нужно как-то себя обновить, нужно не бояться идти на встречи, нужно что-то поменять в личной жизни в том числе. Если у вас уже есть партнер, то, возможно, с ним будут какие-то мысли по поводу либо активного отдыха, вы будете вместе куда-то планировать поездку, или вот вместе чем-то заниматься вы захотите, вот каким-то определенным делом вместе. Это может даже быть ваше личное хобби, но вы будете подключать мужа, чтобы он вам помог. Может и так проиграться Марс. 19 апреля.
Солнышко переходит в ваш второй дом гороскопа. Солнышко — это энергия, которая открывает нам возможности. Второй дом символизирует у нас деньги, дорогие овны. Поэтому после 19 числа появится возможность заработать. Или появится возможность поменять сферу деятельности и выйти на работу, где больше оплачивают ваш труд. Либо вам предложат что-то, какую-то подработку, какую-то работу. Может быть, кто-то что-то будет советовать вам после 19 числа, где больше взять денег, куда выйти. Это могут быть новые идеи, связанные с накоплением, с вложением. Вы можете понять, куда потратить деньги, куда вложить деньги. Это хорошее время после 19 апреля откладывать деньги даже на какое-то свое будущее, на какую-то цель. Может быть, у вас цель появится новая после 19 числа, и вы будете откладывать туда деньги. Именно для того, чтобы реализовать эту цель. Но в любом случае, солнышко будет освещать вам спектр финансовой сферы жизни. Вы можете заметить какие-то возможности, поэтому не бойтесь, если вдруг кто-то куда-то вас позовет, соглашайтесь, пробуйте. Мы живем один раз, дорогие мои овны, поэтому ничего не бойтесь. Вообще, апрель — это ваш месяц. Начало апреля нужно закрывать что-то такое из прошлого, из марта, то, что тянется, а потом посередине апреля у вас будет больше энергии, потому что солнышко будет во втором доме финансов, Меркурий в вашем знаке зодиака, ну и теперь 30 апреля Венера переходит в ваш знак. 30 апреля планета любви переходит в ваш первый дом гороскопа. Это хорошее время для того, чтобы признаваться в любви, для того, чтобы заключать брак, для того, чтобы съезжаться с человеком, с которым вы встречаетесь. Кто-то из овнов после 30 числа может встретить свою любовь, или появится человек, к которому вы будете испытывать симпатию, или наоборот, вам предложат руку сердца. То есть и так может проиграться. Планета Венера, она удивительна. И она в вашем знаке, дорогие мои овны, после 30 апреля. Еще что хочется сказать. Конечно, Венера — это деньги. И вот как у вас после 19-го солнышко во втором доме подключает энергию финансов, и Венера еще будет это делать. Поэтому, если вдруг кто-то из вас затеял смену работы, или вообще очень важно для вас будет во второй половине апреля тема финансов, вот вы сможете что-то уладить, вы сможете как-то себя организовать, вы сможете найти какие-то возможности для заработка. Венера вам даже еще будет помогать в конце апреля, поэтому не бойтесь, дорогие мои. Еще это хороший период для того, чтобы дать себе, знаете, отдохнуть там, где вы хотите. Планета Венера отвечает за комфорт, за уют. И в вашем знаке зодиака это некое такое, знаете, исполнение желаний, можно сказать. Если вы любите, не знаю, там, посещать, грубо говоря, Краснодарский край, город Сочи, к примеру, дайте себе возможность после 30 числа поехать в этот город и немного отдохнуть. Дайте себе возможность расслабиться, побыть немного в комфорте. Венера будет это требовать, энергия будет такая, что вы захотите немножечко отдохнуть от всех бытовых вопросов и просто побыть где-нибудь там, где вам хорошо. Так что здесь все в ваших руках, дорогие овны. Я желаю вам удачи. Дорогие зрители, большое спасибо вам за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и писать комментарии. Мне остается добавить только одно, чтобы у вас, овны, все было хорошо. Апрель месяц, когда нужно закрывать какие-то проекты, где-то ставить точку. Ну а после середины апреля ждите каких-то подарков. Это могут быть и деньги, и новая влюбленность, и какие-то встречи и поездки. Поэтому достаточно будет весна, так сказать, вас вдохновлять на что-то. Я вам желаю удачи, крепкого здоровья. Никогда не опускайте рук, что бы в жизни не произошло. Я вот сейчас записываю для вас гороскоп, и смотрите, солнышко выходит под конец видео. Это хороший знак. Держу за вас кулачки. Увидимся совсем скоро. Всем до свидания.